Третий армейский корпус РФ пришел в движение, и теперь главной интригой является то, куда его направят. Учитывая, что он был замечен в Ростовской области, можно сказать точно, что это будет не Харьковское направление. Третий армейский корпус – это стратегический резерв России, который российское командование начало ускоренно создавать, поняв, что в марте и феврале армия РФ терпит поражение и огромные потери, и без усиления проиграет войну. Изначально планировалось создать 4 таких корпуса на базе каждого военного округа, но в итоге ресурсов хватило только на 1, да и там не полный комплект. Тем не менее, это довольно внушительная сила для этой стадии войны. Штатная численность 3-го армейского корпуса – 15 678 человек, реальная же где-то 11-12 тысяч. На вооружении у корпуса 697 единиц бронетанковой техники, а именно танки Т-80 БВМ и Т-90М, БМП-Т «Терминатор», БМП-1 и 2, БТР-80 и 82, САУ «Гвоздика» и «Акация». Еще в составе корпуса есть 17-я артиллерийская бригада, у которой на вооружении 21 САУ 2С7 «Пион» и 14 2С4 «Тюльпан», а также 27-й артиллерийский полк с 18 гаубицами МСТ-Б и 18 гиацинтами Б. Восток. Российским войскам удалось зайти в село Уды, севернее Харькова, что подтверждается видео, но их продвижение южнее было остановлено. Харьков и пригороды обстреливают, в том числе ночью был нанесен удар по центру города. Южнее, в районе Изюма, украинские войска продолжают медленное продвижение на север. Бои идут за село Долгенькое и Брашковку. В свою очередь, россияне попытались контратаковать Богородичное, но продвинуться не смогли. Изменений в районе Северска не произошло. Россияне сконцентрировались на атаке Бахмута и достигли некоторых успехов. Городские бои в Солидаре продолжаются. Российские войска вышли на восточную окраину Кадемы. На возвышенности западнее Кадемы с видом на село находится укрепленная позиция ЗСУ. Украинские войска, скорее всего, и не находились в самом поселке. Продолжаются бои в районе Донецка и Угледара, но о изменениях линии фронта неизвестно. Юг. С момента взятия Благодатного около недели назад россияне наступают на Партизанское и Первомайское. Минимальная цель видится в том, чтобы в этом районе выйти к Ингульскому каналу, то есть оттеснить украинцев на его западную сторону. Если судить по общей протяженности линии фронта, это мизерное усилие 3-4 батальонно-тактических групп проходит по линии фронта шириной около 5-6 километров. Но это одна из очень немногих наступательных операций, которую сейчас ведет армия РФ. И судя по всему, это все, на что сейчас способна усиленная 49-я армия. Эта операция поддерживается огромным количеством артиллерии и десятками ударов с воздуха. Первомайская – главная цель, но русские атакуют и Квитнево, и Киселевку. Возможно, в качестве отвлекающего маневра россияне также повторно атаковали Александровку на побережье 2-3 дня назад. Как только они вышли на открытое пространство, их обстреляла украинская артиллерия, и они были вынуждены отступить. Сегодня утром украинские силы перешли в контратаку на Херсонском направлении и при поддержке авиации начали теснить россиян, прорвав первую линию обороны на некоторых участках. Но на момент создания ролика подробной информации не было. Сообщается о многочисленных взрывах во всей Херсонской области. Не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подпиской и колокольчиком. Спасибо за просмотр.